Здравствуйте, друзья! Тайные рукописи Ньютона. Пророчества о конце света появляются чуть ли не ежедневно. Каждый уважающий себя маг, экстрасенс, астролог и прочий мастер, подвязающийся на почве оккультизма, считает своим долгом обрадовать нас абсолютно точной датой грядущего апокалипсиса. Всем памятен массовый психоз, охвативший человечество в 2012 году. И все из-за календаря майя. Распиаренный конец света 21 декабря 2012 года так и не состоялся. Ложными оказались и многие другие подобные даты. И потому умные люди эти пророчества всерьез не воспринимают. Но когда год возможного конца света называет такой великий ученый, как Исаак Ньютон, поневоле задумаешься. Ньютон, отец классической физики, не имел ни жены, ни детей, поэтому после его смерти в 1727 году весь его архив остался на попечении Джона Кондуита, мужа племянницы Ньютона, в замужестве породнившейся с семьей графа Портсмута. Рукописи хранились в доме Портсмутов в сундуке почти 1,5 века. Наследники вполне обоснованно полагали, что это наследство стоит сотни тысяч фунтов стерлингов, подобно архивам Максвелла, Фарадея и других великих ученых. Они неоднократно пытались продать рукописи, но их никто не покупал. Возможность приобретения архива Ньютона рассматривали сотрудники библиотеки Кембриджа, Британского национального музея и других солидных учреждений, но после беглого знакомства с рукописями неизменно отказывались от покупки. Наконец, в 1936 году архив Ньютона был продан с молотка на аукционе Сотбис. Одну его часть приобрел известный экономист лорд Джон Мейнард Кейнс, другую, большую, еврейский ученый Авраам Шалом Иегуда, живший в Египте. Вскоре стало понятно, почему потенциальные покупатели шарахались от рукописей как черт от ладана. Кейнс изучил свое приобретение, опубликовал скандальную статью «Другой Ньютон», в которой утверждал, что великий физик считал себя прежде всего мистиком и теологом, верил в Бога, но не совсем по-христиански, поскольку, например, отрицал догмат о Святой Троице. И вообще его рукописное наследие никак не вязалось с тем образом материалиста, сторонника чистой науки, приверженца проверки теории практикой, который был создан его биографами. Иегуда занимался изучением Библии, он был знаком с книгой Ньютона «Хронология древних царств» и поэтому надеялся найти в приобретенных рукописях новые идеи для своих исследований. Перебравшись в США, он показал архив своему другу Альберту Эйнштейну. Друзья попытались передать рукописи в дар сначала Гарвардскому, а потом Ельскому университету, но оба храма науки ответили категорическим отказом. Не помог даже авторитет Эйнштейна. Вот насколько заскорузла современная наука, когда даже любое мнение, не совпадающее с их, считается запрещенным. И лишь в 1951 году Авраам Иегуда, будучи уже смертельно больным, решил передать архив Исаака Ньютона в дар Национальной библиотеки в Иерусалиме. Библиотека его с благодарностью приняла, ведь даром же. Но после смерти Иегуда его наследники начали долгий судебный процесс, и в результате рукописи прибыли в Иерусалим лишь в конце 1960-х годов. Огромный рукописный архив Исаака Ньютона, насчитывающий миллионы единиц хранения, долгое время находился в запасниках, затем был оцифрован и превращен в микрофильмы. Доступ к ним имели группы исследователей в Великобритании, Израиле и Канаде. Все исследователи были исключительно еврейского происхождения. Однажды канадский профессор Галифаксового университета Стивен Снобелен, просматривая микрофильмы, наткнулся на текст рукописи с пророчеством о конце света. Трудно сказать, то ли ему повезло, то ли он смотрел внимательнее своих коллег. Изучая рукописи Ньютона, Снобелен убедился, что алхимия, теология и оккультизм вообще были у него на первом плане. На самом деле именно это и является настоящей наукой. А серьезные открытия стали следствием этого в кавычках мракобесия. Например, закон всемирного тяготения появился вовсе не из-за пресловутого яблока, якобы упавшего на голову гения, а потому что Ньютон знал об исповедуемой алхимиками концепции притяжения одного элемента к другому. И знаменитая физическая теория абсолютного пространства и времени Ньютона, как утверждает Снобелен, основана на теологических представлениях великого ученого. Тот верил, что абсолютное пространство – это место пребывания Бога, форма существования его вселенского духа, а абсолютное время – это бесконечная длительность божественного присутствия.
Более того, Ньютон полагал, что благодаря божественному устройству Вселенной любое воздействие мгновенно передается в любую ее точку без участия материи. Что, кстати, не исключают некоторые современные физики, изучающие вакуум и квантовые механизмы. Не зря все-таки были запрещены эксперименты Теслы и убран таинственный элемент эфир из таблицы Менделеева. Ньютон изучал Библию всю жизнь. Он считал, что в Священном Писании зашифровано послание высших сил о будущем мира. Мечтал создать такую систему, которая позволяла бы использовать Библию для предсказания этого самого будущего. Но с особым мистическим трепетом он относился к книге пророка Даниила, в которой были предсказаны приход на землю Христа, его смерть и воскресение. Ньютон был уверен, что Бог избрал пророка Даниила как раз для толкования будущего, и чтобы увидеть грядущее, надо расшифровать каждое слово его книги. Этим Ньютон и занимался почти 50 лет, считая себя тоже избранным Богом для расшифровки. Математически вычисляя дату конца света, он исписал словами и формулами 4500 страниц. Дату конца света, 2060 год, Ньютон записал на клочке бумаги в 1704 году. Как получилась эта дата? Изучая книгу пророка Даниила, ученый особое внимание обратил на главу 12, стих 7. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном неизложении силы народа святого все это совершится». Слова «к концу времени и времен и полувремени» Ньютон интерпретировал как 1260 лет, обратный отсчет до судного дня, связанного со вторым пришествием Христа. Начальной датой он посчитал 800 год, когда Карлом Великим была создана Священная Римская империя. Так произошло слияние религиозного главенства Папы Римского с политическим господством Карла Великого. К этой дате Ньютон прибавил 1260 лет, и в сумме получилось 2060. Ньютон пишет, что в период между 2020 и 2060 годами начнется мировая война. Потом будет мор, и это приведет к уничтожению значительной части человечества. Но по окончании бедствий наступит царство Мессии. Ньютон считал, что храм Соломона, построенный в Иерусалиме в 950 году до нашей эры и разрушенный вавилонянами почти через 400 лет, был создан по божественному замыслу. Через 70 лет на руинах первого храма построили второй, согласно Ветхому Завету. И Иисус бывал в этом храме, но он также был разрушен римлянами в 70 году. Ньютон верил, что, как сказано в Библии, евреи вернутся в Израиль и заново построят свой храм, уже третий по счету, в конце времен. Великий ученый всю свою жизнь пытался разгадать тайну храма Соломона, поскольку тогда стало бы возможным точно предсказать дальнейший ход событий. Он провел много времени, пытаясь воссоздать проект храма, опираясь на указания Библии. Ньютон считал, что этот проект будет также искрой Божьего творения. В рукописи Ньютон упоминает 609 год, когда римляне отдали часть своей власти церкви, а также 1290 год. Если сложить эти цифры, то получается 1899 год, время возрождения сионизма, когда евреи, изгнанные римлянами из Святой Земли, начали возвращаться в Израиль. Кстати, ученый предсказал и появление государства Израиль, про которое у пророка Даниила сказано лишь следующее. «И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена». И указаны туманные сроки – 7 седьмин и 62 седьмины. Произведя расчеты, Ньютон точно определил год – 1948. Однако следует заметить, что, пророчествуя о конце света, предсказатель все же верил, что после тяжких дел для человечества времен настанет эра процветания, когда Бог будет пребывать среди людей, чтобы осушить людские слезы от страданий. Автор статьи Виктор Медников. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Я всего лишь озвучил статью. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.